Меня в 25 лет на театроведческий отправили. Говорят, критикуй, критикуй. Психологический театр, говорили они. Видишь хорошую актерскую игру? Нет. Я нет. А она есть. Мое почтение, дамы и господа. Что такое хорошая актерская игра? Ну, хорошая актерская игра — это когда актер полностью вживается в свою роль. Играет Гамлета не только внешне, но и внутренне. Нас поражают разные истории из театра или кино, когда актер ради вживания полностью меняет свой облик. Худеет на 40 килограмм или, наоборот, толстеет. И живет жизнью героя не только во время съемок, но и в перерывах, и даже в обычной жизни. И когда появляется шанс сыграть Джокера, то он может понаблюдать за психически неуравновешенными людьми, чтобы скопировать их какие-то жесты, какую-то внутреннюю природу, при этом оправдывая каждое свое действие на сцене. Все это система Станиславского, и с ней вы можете ознакомиться в правом верхнем углу. Вот там вот видосик. Ну а что такое плохая актерская игра? Плохая актерская игра — это когда нам кажется, что актер переигрывает. Или же наоборот, ничего как будто не играет, как будто он не играет ничего везде. А что, если он не бездарность? Вот этот вот актер, переигрывающий или недоигрывающий. Он не бездарность. Он просто выбрал совершенно другую актерскую технику. Это канал про театр, и в этом выпуске мы будем оправдывать стандартную бездарную самодеятельность. Ну, а на самом деле вы сегодня узнаете, какие существуют основные техники актерской игры, как один из таких методов игры мог победить фашизм, что общего между французским театром, алхимией и современной рэп-музыкой? И почему идеальным актером можно назвать туземца с острова Бали? Небольшая ремарочка. Сегодня мы будем говорить только об актерских техниках, которые максимально, кардинально отличаются от метода Станиславского. Так что, Михаил Чехов, Ли Страсберг, я знаю, что вы существуете, вы молодцы, но не сегодня. Чехов — основатель актерской такой системы, так же, как и Станиславский, но она, вообще кардинально отличается от системы Станиславского. Конечно, система Чехова имеет свои отличия от системы Станиславского, но по своей сути и тот, и другой метод опирается на один и тот же процесс. Процесс погружения актера в предлагаемые обстоятельства. Об этом мы вам расскажем в одном из следующих видео. Представьте, вы сидите в зрительном зале и смотрите спектакль. Следите за переживаниями героев, за их проблемами и говорите: да, как я его понимаю, главный герой — это одинокий ирландский продавец рыбы. Он лишился своей лавки, его бросила жена, а ведь меня-то тоже когда-то Светлана бросила, а еще и бизнес свой потерял. Я, кажется, его понимаю. Вы получаете безграничное удовольствие от просмотра спектакля. Ведь горе ирландского продавца рыбы вас потрясло и тронуло. И вы вместе с ним смеетесь, плачете, радуетесь в конце, что ему наконец-то вернули лавку, а жена Джон Джонсон вернулась к нему. Радуйтесь. Это называется катарсис. Но есть одно но. Все, что вы только что увидели на сцене, все это лишь иллюзия. И в действительности ни актеры, ни режиссеры не знают, каким тогда был этот 18 или 19 век по пьесе, как бы они достоверно не пытались передать дух той эпохи. Да даже если бы перед вами был бы мега талантливый актер, который максимально перевоплотился ради этой роли, все это все равно неправда. Но что если можно не просто вжиться в свою роль, а применить технику Бертольда Брехта под названием техника отчуждения. Актерская техника отчуждения — это такой ряд приемов, когда актер не полностью перевоплощается в своего персонажа, а соблюдает дистанцию между собой и героем. Он как бы такой: да, я играю вот этого вот плохого парня, убийцу, но внутренне я как бы понимаю, что он типа убийца, это не очень хорошо, типа так себе ситуация, братан, а что, он и наркоман. И по итогу мы видим на сцене не просто характер, но и отношение со стороны актера к нему. Такой приятный, глубокий, многогранный образ. Существует и еще одна дистанция между сценой и зрительным залом. Теперь зритель не просто упивается слезами в самые горестные моменты. Он еще в этот момент думает, анализирует,
то, что происходит на сцене, и в итоге упивается слезами в 3 раза сильнее. В основе метода Брехта лежат 3 средства, которых должен придерживаться актер во время репетиций. Первое – это перевод в третье лицо. Второе – это чтение всех своих реплик в прошедшем времени. Ну и третье – это чтение всех ремарок и комментариев автора пьесы. Приведем конкретный пример. Это Сергей. Простой актер. Получает в театре 30 тысяч, но зато работает в первую очередь ради искусства. Ну, так он себя успокаивает. Его утвердили на роль Гаева, брата Раневской, в будущем спектакле по пьесе Чехова «Вишневый сад». Сейчас период репетиции, и ему нужно познакомиться с текстом. Перед нами сейчас будет известный монолог Гаева. Первый вариант – это как бы он его читал, если бы просто стремился вжиться в роль по Станиславскому. Да, это вещь. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Я приветствую твое существование, которое вот уже более 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. А теперь сделаем так, чтобы Сергей прочитал тот же самый текст, но только пусть он читает его не от первого, а от третьего лица. Плюс добавляем ремарки автора в скобочках, пусть говорит в прошедшем времени и с пояснениями, чтобы все понимали, что хотел сказать Гаев. Гаев восхитился шкафом, ощупал его, поприветствовал, назвав дорогим и многоуважаемым, словно это какой-то человек или, может быть, даже его родственник. Он сказал, что этот шкаф и книги, которые в нем на протяжении уже 100 лет воспитывали в людях стремление к добру и справедливости. На этом моменте Гаев замолчал, наступила пауза. Мы видим, что Сергей будто бы рассказывает историю, которая когда-то произошла, то есть часть сюжета пьесы «Вишневый сад». Он дистанцировался от этой истории, потому что все эти Гаевы, Раневские были когда-то в прошлом, а точнее где-то в конце 19 века. Вот такой вот тренинг по Брехту. Его актеры используют во время репетиции, чтобы уже во время спектакля произносить текст нормально, от первого лица, как и писал автор, но при этом внутренне сохранять дистанцию от своего персонажа. Если совсем все упростить, то театр с методом отчуждения можно сравнить с судебным процессом, где в качестве свидетеля выступает актер, он как бы говорит о своем персонаже в прошлом времени и иногда обращается в зал, тем самым разрушая четвертую стену. В качестве подсудимого персонаж, о котором говорит свидетель, а зритель здесь всего лишь очевидец. Он сам решает, положительный ли это герой или отрицательный, ну или же все намного сложнее. Эффект отчуждения, который есть в этой технике, встречается и в повседневной жизни. Он позволяет нам посмотреть на уже привычные вещи, на которые мы уже посмотрели по 100 раз, совершенно по-новому. Например, арбалет. Спасибо, Серега, всегда пользуюсь арбалетом. Пожалуйста, увольте реквизитора. Нужно порвать с привычным представлением о том, что данная вещь не нуждается в объяснении, и найти в ней новый смысл. Нашли новый смысл. Теперь она стала непривычной. То же самое можно сказать и о театральных пьесах, которые с использованием метода Брехта зазвучали совершенно по-новому. Техника Брехта создавалась в 20-е годы 20 века. В то время Германия была на подъеме. Они много экспериментировали, создавали новые жанры, как, например, документальный театр. И впервые в то время были использованы экраны в качестве декорации. Потом Великая депрессия и приход к власти фашистов. Бертольду Брехту пришлось выехать из страны и вернуться только после войны. Удивительно, что именно спектакли Брехта и его театры «Берлинер ансамбль» помогли воспрять немецкой культуре и повлияли на людей. В головах немцев все еще оставались те иррациональные безумства фашистской власти. Но брехтовские творческие идеи, наполненные рационализмом, помогали их заглушить, хотя бы во время спектакля. Пока в Германии Брехт разрабатывал свой метод отчуждения, во Франции создавалась своя особая техника актерской игры. Что общего между алхимией и театром? Алхимики сотни лет пытались сделать из простого свинца золото, и чисто физически это у них не получалось. Ведь, не было у них философского камня, да и Гарри Поттера тоже не было. Актеру тоже будет несладко, если ему предстоит сыграть по методу Арто, так как ему нужно будет сыграть не просто роль, а целый архетип. Это если, например, вам досталась роль Дон Жуана, и вы должны будете сыграть не просто одного конкретного, а всех Дон Жуанов из всех произведений. И не просто всех Дон Жуанов, а саму природу обольщения. Это не так уж и просто, согласитесь? Как это сыграть, спросите вы? Да мы вот как-то и не знаем. Но это знает Арто. Может быть, он и не основал свою собственную школу, но он заложил основу для новых актерских техник и изменил понятие об актере. Как заплакать за 30 секунд, засмеяться
Видите? Это простой пример того, что с помощью физических действий можно вызвать ту или иную эмоцию. Также действовал и Арто. Он пытался взломать человека как систему, найти те точки, которые отвечают за ту или иную эмоцию. Вот он на кого-то гневно закричал, а потом остался один в комнате и попытался снова воспроизвести эту же эмоцию и понять, какие части тела задействованы в этом процессе. Некоторые из моих знакомых уверены, что они абсолютно не умеют кричать. Но на самом деле, на уровне подсознания, нам доступны все эмоции, и мы можем их открывать и контролировать. Словно мы какие-то супергерои, которые используют свою суперсилу в определенном месте и в определенное время. Арто считал, что у актера есть два основных инструмента. Это дыхание и опорные точки. С помощью правильного дыхания можно вызвать абсолютно разные эмоции. Например, прерывистое и интенсивное дыхание свойственно волнующемуся и неуверенному в себе персонажу, а спокойное и глубокое дыхание – мудрому и умиротворенному, как шаолинский монах, герою. Но так мы понимаем, что это шаолинский монах. Извините за наши стереотипы. Также можно определить точки, отвечающие за ту или иную эмоцию. Например, центр солнечного сплетения – точка гнева, нападения. Чувство благополучия и удовлетворенности жизнью находится ниже, в области живота. Главное не воспринимать это буквально и не выпячивать грудь во время гневного монолога. В китайской народной медицине лечат иголками. Они считают, что на человеке существует аж 380 точек, зная которые можно вылечить ту или иную болезнь. У актера, конечно, эмоциональных точек чуть меньше, но все равно у них есть огромное поле для самопознания и экспериментов. Как у актера, Арто пытался пробудить его неосознанные первородные инстинкты, так же и в театре. Он считал, что главное – пробудить в зрителе его бессознательное и подключить зрителя к действию на уровне подсознания. Так же делали и после него, но только не в актерском мастерстве, а в восприятии звука, цвета и так далее, и так далее. Осознание бессознательного и создание истинной иллюзии с помощью театра. Поэтому идеальными актерами можно назвать туземцев с острова Бали. Их действия и эмоции были обусловлены первобытными инстинктами. Их ничего не сковывает. Хотели орать – орали. Хотели придумывать песни с нечленораздельным текстом, дикими танцами и рандомными звуками? Пожалуйста. Новый альбом Моргенштерна готов. И тогда его концерты превращаются в настоящее ритуальное действо, где нет места приличию, и все пороки выходят наружу. Это акт высвобождения, который проходят зрители, высвобождение своих внутренних демонов, чтобы в жизни они стали нормальными, приличными людьми. Я понял, зачем весь этот мабл-рэп, я понял, да! Выключи это, деградировать можно все-таки. Антонин Арто прожил не самую счастливую жизнь. Он ошибался в своих суждениях, увлекался разными оккультистскими, религиозными и философскими учениями, но страдал от психических болезней и так и не смог применить на практике свой метод. Благо, он повлиял на театр в будущем и его деятелей, в числе которых был польский режиссер Ежи Гротовский. Ежи Гротовский – режиссер и теоретик, создатель собственного театра-лаборатории во Вроцлаве и Центра театрального эксперимента и поиска в Понтедере. Если остальные актерские школы задавались вопросом, как это сыграть на сцене, то Ежи задавался совершенно другой задачей – чего я не должен сделать. Играя по тому или иному методу, очень легко уйти в штампы, и чтобы этого не сделать, а быть максимально естественным на сцене, нужно вскрыть индивидуальность каждого актера. На тех же примерах. Арто считал, что существует идеальная формула дыхания. Но это не так как каждый человек имеет свои особенности. То же самое и с эмоциями. Помните людей, которые считают, что не умеют кричать? Так вот, Гротовский умеет вникнуть в суть этого зажима, находя психологические и физиологические проблемы, и помогает их преодолеть. Так должен поступать, по его мнению, каждый режиссер. Вот такой вот режиссер-психолог. В системе Гротовского очень важна подготовка к каждому спектаклю. За 30 минут до начала актер обязательно должен посидеть в тишине и вспомнить свою партитуру. Да, именно партитуру, а не текст. Что такое партитура? Партитура — это своеобразные отношения между актером и персонажем. Ведь когда ты только начинаешь работать над ролью, ты привносишь в нее что-то свое и при этом присваиваешь черты своего героя себе. Благодаря этой партитуре
Каждый раз ты можешь вспомнить те свежие чувства, которые возникли при первом столкновении с ролью, и играть свободно. Через разные упражнения, от голосовых до физических, он пытался создать полностью свободного и искреннего актера. Нет, не расслабленного, а свободного. Нельзя забывать о дисциплине и органичности солдат. Каждый твой спектакль — это священный акт откровения, и он неповторим. Нет, не такое откровение, это не эксгибиционизм. Многие упражнения Гротовского способны исправить зажимы, которые преследуют нас по жизни. Вот у Сергея зажаты плечи. Но с помощью каждодневных пластических упражнений можно раскрепоститься и добиться того, что каждая часть тела будет двигаться свободно и независимо друг от друга. Это поможет вам в будущем, например, стать артистом в жанре современного танца. В театре Гротовского очень важны отношения между актером и зрителем. Актер не должен думать о том, что на него кто-то смотрит, и заискивать перед зрителем. Но при этом он не должен забывать о том, что на него все-таки кто-то досмотрит. Например, во время репетиции он же не зря задает себе вопрос: а понятно ли то, что я играю? Зритель же в спектакле Гротовского играет постоянно разную роль. Например, в спектакле «Фауст» он гость, а в «Стойком принце» он наблюдатель или зевака. От этого зависит и схема зала. Спектакль Гротовского может обходиться без музыки, спецэффектов, костюмов и декораций, но без органичной взаимосвязи между актером и зрителем он обходиться не может. По его мнению, идеальный театр — это тот, который не гонится за инновациями, так как все равно не догонит кино и телевидение. Идеальный театр — это тот, у которого на первом месте стоит актер. А теперь покажем на одном простом примере различия между всеми актерскими техниками, от Станиславского до Гротовского. Пить чай по Станиславскому. Взял настоящую чашку. Изучил. Попробовал запомнить все движения и усилия. Достал воображаемую. Не нашел разницы. Выпил. Память физических действий. Реализм. Brilliant. Пить чай по Брехту. Представьте, что ваш персонаж когда-то пил чай. Покритикуйте его за то, что тот никогда не вынимал пакетик из чашки. Возьмите чашку и выпейте как тот персонаж, только без пакетика. Двойственный образ. Masterpiece. Пить чай по Арто. Возьмите чашку с чаем. Обожгитесь специально. Запомните те эмоции и свое дыхание. Лучше запишите. Повторите их на сцене. Опа! А это уже штамп, ведь Арто так и не смог нормально использовать свой метод на практике. Негодуя от штампа, превратите чаепитие в первобытный танец. Unbelievable! Пить чай по Гротовскому. Разомнитесь, нужна полная свобода действий. Возьмите чашку с чаем. Опа, горячая? Вспомните, что когда-то в детстве горячий чай испортил вам день рождения. Вы сильно обожглись и уехали в больницу. Теперь, когда вы берете чашку с чаем, вы чувствуете зажим и не можете его выпить. Но приходит режиссер и подливает вам холодненькой. Director's work. Вы пьете чай, теперь вы свободны на сцене. Happy freedom, good job! Все-таки хорошая актерская игра — это не только вжиться в роль. Это сложный, многогранный процесс познания не короля Лира, не ирландского торговца, а в первую очередь самого себя. Так что же такое хорошая актерская игра? Сказать сложно, но все-таки какой техникой ты бы не пользовался, самое главное — быть живым и уметь привлечь внимание зрителя. Но без проституции, как говорил Гротовский. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте этот видос. Очень надеемся, что мы, может быть, как-то расширили профессию актера в вашем понимании, а может быть и нет. Пишите в комментарии. На этом все. Занавес.